Здравствуйте! Давайте сегодня поговорим об эмоциональной стене, которую иногда в семье может устраивать жена мужу. Термин «эмоциональная стена» означает, что когда наш близкий человек, кто-то, с кем мы в контакте, поворачивается к нам как будто лицом и хочет с нами что-то обсудить, прояснить, выяснить, да, второй партнер начинает эмоционально игнорировать, становится как стена, каменное лицо, делает вид, что не слышит, не замечает, отвечает очень коротко, однозначно, какими-то «да», «нет», «не трогай меня» или «я сейчас занят», не откликается, да, не входит в это приглашение разговора и прояснения. Замечали ли вы такое? Было ли у вас когда-нибудь в отношениях, что кто-то к вам или вы к кому-то были эмоциональной стеной? Это вот такое эмоциональное игнорирование. Как будто меня нет, я не буду включаться в тот процесс, в который ты меня сейчас приглашаешь, партнер. И на тему этого ролика меня навел интересный комментарий, который я получила на этом канале под видео о 3 явных признаках того, что нужно укрепить отношения. Молодой человек написал, что у него в семье все так и было. Беда только в том, что он пытался обсудить это со своей женой, но в ответ он сталкивался с молчанием ее, игнорированием и слезами. И потом однажды она не выдержала и ушла с 2 детьми. Смотрите, какая грустная история. Давайте разберем на примере этой истории. Да? Женщина, раз она была со слезами в какие-то моменты, да, это значит, внутри разворачивалась просто буря страстей из эмоций. Мы не плачем на пустом месте. Даже если мы плачем тихо, как-то неактивно, но слезы текут, это всегда сигнал того, что внутри очень много чувств. То есть чувств у нее было очень много, но проявить она их не умела, не могла. Она могла проживать эти эмоции только в сценарии вот такого подавления, отмалчиваясь, игнорируя партнера, потому что если бы она начала с ним этот разговор, она бы не смогла дальше контролировать свои эмоции путем подавления, подавлять их, они бы вышли наружу, а ей страшно. Она, вероятно, не умеет на эмоциях прояснять отношения. Она боится, вероятно, открытой такой яркой эмоциональности, что, безусловно, портит отношения. Потому что, как мы видим, она терпела, терпение однажды заканчивается, силы терпеть заканчиваются. Мужчина не понимает, что не так, он хочет прояснить, ему есть что сказать. И, возможно, он готов был бы слушать и корректировать и себя со своей стороны. Мы не знаем конкретно про этого мужчину, но мы должны всегда в отношениях давать кредит доверия своему партнеру, да? Предполагать, что, а может быть, следующий шаг с его стороны будет верным в ответ на мой верный. И эти отношения могли бы сохраниться, если бы женщина проживала свою эмоциональность другими способами, если бы она умела быть в контакте со своими чувствами, если бы она умела говорить о своих чувствах и о своих потребностях в моменты, когда по чувствам ей неприятно, тяжело и сложно. И вот так вот семьи и рушатся. Обычно, чаще всего на самом деле, я как психолог слышу истории, где мужчина эмоциональная стена. То есть мужчины часто бывают эмоциональной стеной, потому что с детства мальчикам запрещают эмоциональность. Говорят, что мальчик не должен быть каким-то эмоциональным. Но, конечно же, часто бывают и женщины эмоциональные стены, и независимо от того, эмоциональная стена мужчина в семье или женщина, или, не дай бог, оба, это вообще тогда очень сложно. В любом случае это будет разрушать очень сильно отношения, потому что тогда невозможно решать проблемы. С эмоциональной стеной невозможно решать проблемы, эмоциональная стена молчит. С стеной ничего невозможно делать, об нее просто бьешься, и это очень больно и ранит. Что я предлагаю? Я предлагаю всем людям, кто эмоциональные стены, пройти курс по эмоциональной грамотности, научиться справляться со своими эмоциями верно, потому что вот эта форма эмоциональной стены – это форма такой самозащиты. Мне так больно соприкасаться со своими чувствами, мне так страшно их показывать, что я не знаю, что делать, и я защищаюсь, превращаюсь в эту стену. С одной стороны, это защита, она работает на пользу человека, с другой стороны, это вредит отношениям. Партнер, который живет с тем, кто эмоциональная стена, испытывает огромные трудности. Жить с эмоциональной стеной очень-очень тяжело.
и отношения всегда будут рассыпаться. Вопрос скорости, с какой они будут рассыпаться, и вопрос, насколько терпения хватит у людей. Поэтому оставляю внизу ссылку на курс в первом закрепленном комментарии. Кому нужно, интересно прокачать свои эмоции, разобраться в них, научиться верно реагировать, приглашаю, приходите. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось вам полезным. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующих видео.